Друзья, привет всем изучающим русский язык. И сегодня, как всегда, новый рассказ. Итак, поехали. Я работаю переводчиком и люблю иностранные языки. Но я никогда не преподавал и никогда не хотел преподавать. Быть в шкуре школьного учителя совсем не казалось мне интересным. И вот однажды мне звонит очень богатый знакомый и говорит: «Ты ведь типа полиглот, помоги, у моей дочки по иностранному языку все плохо. Вроде девочка старается, а никак не получается. Все другие оценки у нее хорошие, а здесь просто кошмар. Позанимайся с ней, пожалуйста. Я заплачу». Скажу честно, я не хотел этим заниматься. Во-первых, я совсем не преподаватель. И я не знаю методик. Я не люблю детей. Да и детям сам я не сильно нравлюсь. Я попробовал отказаться. Сказал, что занят. Но знакомый настаивал и не слушал моих отговорок. «Помоги», — говорил он, — «хотя бы попробуй. Ну, а если не получится, то тогда другое дело». Мы договорились провести пробное занятие через Zoom, и я начал готовиться, сильно озадаченный. Непонятно, с чего начать и что делать на уроке. Я даже не мог представить уровня моей будущей ученицы. Я знал только, что девочке 10 лет, и ее зовут Даша. В назначенное время я подключился к Zoom и начал занятия. Я спросил Дашу на английском: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Она молчала в ответ, и было видно, что не понимает моих вопросов. Окей, я дал ей легкий текст на английском и попросил прочитать и перевести. Она читала с большим трудом и не могла перевести вообще. Я подумал, здесь не просто плохо, здесь безнадежно. Какие тут могут быть хорошие оценки? На следующий день я позвонил отцу и сказал: «Извини, друг, не возьмусь, не смогу. Она вообще ничего не знает. Получается, что это даже не репетиторство, а обучение с нуля». Он обрадовался. «Это то, что нужно», — сказал он. «Валяй, учи ее с нуля. Я тебе заплачу вдвое больше, авансом». «Ладно», — согласился я, — «позанимаюсь, но результаты не гарантирую. Слишком все запущено», — ответил я. Мы ударили по рукам. Как же учить иностранный язык с нуля? Да еще ребенка, который быстро устает и которому скучно. Как сохранить у него интерес и мотивацию? И я начал заниматься по особой схеме. Я находил на YouTube рассказ на английском языке длительностью 5-6 минут. Если рассказ был длиннее, я разбивал его на части.
Я готовил по нему текст и просил Дашу прочитать его вслух. Даша читала медленно, и мне приходилось ее поправлять на каждом слове. Но потихоньку, слово за словом, она преодолевала текст. Затем нужно было перевести текст. Понимая, что Даша не знает слов, я переводил их сам. Потом мы играли в переводчика. Я выбирал одно предложение или фразу из текста и произносил его по-русски. Даша должна была найти это предложение в английском тексте и прочитать его вслух мне. Вначале она часто ошибалась, но через пару занятий она научилась быстро находить нужные фразы. Все это делалось для того, чтобы Даша освоилась с новой для нее историей. И самое главное, чтобы она не боялась произносить английские слова вслух. Затем начиналась самая интересная часть. Я включал для нее ролик с YouTube, и она должна была прочитать рассказ вместе с диктором, не отставая от него. Это было что-то вроде игры. К моему большому облегчению эта игра девочке нравилась. Домашние работы я не задавал. Слов учить не заставлял. А про грамматику не вспоминал вообще. Так мы проработали около 20 коротких рассказов, начиная с 6-минутных и затрачивая на каждый из них целый час. А в конце мы легко успевали прочитать, перевести и проговорить на скорость уже длинные 15-минутные видео. Потом настало время серьезных произведений. Мы прочитали Робинзона Круза, Дракулу, Мистера Фокса, Шоколадную фабрику и даже пробовали читать Пендериков. В это время Даша начала задавать вопросы. «Почему так?» – спрашивала она. «Почему в прошлый раз они писали это слово по-другому?» Так я впервые начал объяснять грамматические правила. Игра-переводчик тоже изменилась. Мне стало скучно, и я начал импровизировать. Говорил, например, что Дракула любил кататься на велосипеде, а Робинзон Крузо мечтал о гамбургере из Макдональдса. Сначала Даша возмущалась. «Этого нет в тексте», — говорила она. «Зачем вы это выдумываете?» Но потом она приняла игру и начала изменять текст под мои фантазии. Ее активный словарный запас, по моим расчетам, достиг 1500 слов. Так мы прозанимались около 8 месяцев. У Даши в школе должна была быть олимпиада по иностранному языку, и я посоветовал ей пойти. Мне было интересно узнать из первых рук, какие задания дают на школьных олимпиадах. Но на следующем занятии после олимпиады произошло что-то необычное. Я включил Zoom
И Даша, как всегда, появилась на экране. Но она не стала со мной разговаривать, а сказала: «С вами хочет поговорить папа». И быстро исчезла. Физиономия папы появилась на экране, затем помолчала, поморгала и произнесла: «Я хочу поговорить лично». И исчезла. Все это было странно и очень неприятно. Папа, хотя и платил деньги вовремя, никогда не интересовался успехами Даши и нетерпеливо махал рукой, если я начинал что-то ему говорить. Он был серьезным и занятым человеком. Было очевидно, что я для него слишком мелкая фигура, чтобы тратить на меня свое время. Что же произошло? Через пару часов мы встретились с отцом Даши. Но, обменявшись рукопожатием, оба замолчали. Наконец, папа Даши медленно и словно нехотя произнес: «Была Олимпиада. Даша заняла первое место». «Круто!» — сказал я. «Она у вас умница». «Да, первое место по английскому языку», — повторил он медленно. «Круто!» — повторил я. «Она молодец». «Ты глухой?» — спросил папа. «По английскому языку. Чему ты ее учил?» Я уже ничего не понимал. Видя мое недоумение, папа пояснил: «Она у нас в школе учит немецкий». Тут до меня дошло. Я понял, почему Даша не могла связать и двух слов на первых занятиях, и почему ее акцент поначалу так страшно резал ухо. Я молчал и кусал губы. «Молодец», — сказал папа, — «это тебе». Он вручил мне бутылку, повернулся и ушел. The Macallan Sherry Oak. 30-летние выдержки. Говорят, что это самый дорогой виски в нашем городе. Вот такая забавная история, друзья. А у меня на сегодня все. Учите русский язык с каналом Русториес по коротким рассказам, так же, как это делает Даша. Огромной вам удачи! До встречи в следующих выпусках. И пока!